Привет, народ! Вы на канале Multigrin, и сегодня новое, традиционно долгожданное видео, обзор электробайка Denzel Rush 4, на мой взгляд, способного порвать рынок в своем ценовом сегменте. Почему так? Давайте разбираться. Самый главный и самый первый вопрос, который у вас возникает, это цена. И на момент выхода Denzel Rush 4 с доставкой в Россию стоит от 240 до 320 тысяч рублей. Такой разбег в цифрах объясняется широким выбором вариантов комплектаций. Каждый байк в заводских условиях может комплектоваться индивидуально под клиента. Конечно, эта цифра может поменяться не только в зависимости от курса валют, но и от стоимости доставки, которая внезапно выросла с нового 2021 года. В общем, как только я узнал про этот байк и его характеристики, соотнес все это с тем, что имеется на рынке на сегодняшний день, сразу решил приобрести себе два. Первый зеленый в базовой комплектации, а второй черный в максимальной на момент заказа комплектации. Прежде чем перейти к разбору начинки, хочу сказать, что я знаю, как никто другой, насколько важно, чтобы производитель слушал покупателей, исправлял найденные ими недочеты и предлагал варианты апгрейда и тюнинга. И в этом случае Denzel – это иммигрант из России. Он основал компанию в Китае, он знает все наши потребности и быстро реагирует на все замечания и пожелания. С момента заказа мной байков и до момента съемок этого обзора уже поменялось многое. Байки будут идти с красивыми наклейками. Будет стоять новая информативная стильная приборная панель. Для любителей кататься по грязи теперь доступна установка злой зубастой резины. Будет новый крутой диодный свет, датчик подножки, целых 3 варианта двигателей и 2 варианта коробок передач. Первая – 4-ступенчатая механическая, вторая – планетарная 2-ступенчатая. А теперь по порядку. Зеленый байк, в моем случае в базовой комплектации, это еще не огромный полноразмерный мотоцикл, но двухместный полноценный электробайк с багажником, высотой седла 85 см от земли, хорошим клиренсом и мягкой стоковой подвеской от питбайка. Двигатель Denzel D9000 номинальной мощностью 3 кВт и пиковой 9 кВт. Батарея целых 50 ампер-часов при 72 вольтах из элементов 21700 со Smart BMS на 100 ампер на борту. Ее энергоемкость составляет 3,6 кВт-час. Для сравнения, самый распространенный и продаваемый в мире электробайк Sur-Ron X штатно имеет батарею на 31 ампер-час при 60 вольтах, то есть 1,9 кВт-час против 3,6 кВт-час энергоемкости. И это если говорить о самой простой батарее. Но можно с небольшой доплатой выбрать батарею 60 ампер-час 72 вольта со Smart BMS на 200 ампер. Такая батарея уже позволяет подавать пиковое значение мощности в 15 кВт. А программируемый контроллер DECO с пиковыми токами до 275 ампер легко позволит реализовать весь потенциал, если это потребуется. Кабель для настройки производитель дает в комплекте, и мы можем сами менять многие параметры конфигурации. Главное делать это сознанием дела. В данный байк интегрировано 10-амперное водонепроницаемое зарядное устройство. Оно стоит под седлом. А это значит, что для дальних поездок достаточно возить с собой только этот кабель, который подключается в разъем слева. А справа при этом имеется разъем для подключения внешнего зарядного устройства на случай, если хотите зарядить быстрее. Штатная бортовая зарядка полностью высаженную батарею заряжает за 5 часов. Дальность пробега при этом может достигать 120 км на минимальной батарее и 150 км на более емкой. И это не предел. Имеется багажник, на который можно установить дополнительную батарею и повесить боковые сумки. Байк имеет все необходимые осветительные приборы, чтобы быть безопасным мопедом на дорогах общего пользования. Это габаритные огни, светодиодная фара, указатели поворота и стоп-сигнал. Как вы понимаете, чтобы байк считался мопедом, не требующим постановки на учет, и попадал под водительское удостоверение категории М, его максимальная мощность не должна превышать 4 кВт, а максимальная скорость 50 км в час. И если вы хотите именно честный мопед, производитель может прописать настройки контроллера, ограничивающие мощность и максимальную скорость, и выдать сервисную книжку с указанными параметрами. Ну а так на руле есть переключатель эко и спорт режима. И в положении эко байк является мопедом, соответствующим всем нормам и требованиям, а в положении спорт это уже серьезный мотоцикл. Тормоза у байка достойные, не велосипедные, но помимо штатной гидравлики на рукоятку переднего тормоза и лапку заднего тормоза установлены датчики, а контроллер в свою очередь позволяет настраивать степень рекуперации по нажатию на тормоз. Другими словами, мы можем тормозить задним колесом с помощью двигателя, просто слегка нажимая рукоятку переднего тормоза.
А прожимая ее дальше, уже срабатывает гидравлическая система переднего тормоза. На практике это дает возможность одной рукояткой тормозить сразу и передним, и задним колесом, при этом заряжая батарею во время торможения. При том, что байк совсем не маленький, его колеса имеют размеры 16 и 19 дюймов. Но размер профиля штатной универсальной резины 120 на 90 на 16 говорит о том, что итоговый диаметр колеса составляет 62 см, а не 58, как на питбайковских стандартных колесах с ободами того же диаметра. Даже в базовой комплектации байк поставляется с сигнализацией и двумя брелками в комплекте. Как вы понимаете, за основу для постройки такого байка был взят ДВС мотоцикл. Другими словами, это конверсия ДВС в электро, но в заводских условиях и сознанием дела. Отсюда мы получаем по довольно доступной цене новый байк с привычными очертаниями, превосходящий на голову конкурентов как по мощности, так и по дальности пробега. А если базовая комплектация вам кажется скучной, я советую вам посмотреть видео Штольца из Хабаровска про мотор GB200 с КПП. Я оставлю на него ссылочку под роликом. Штольц разобрал этот мотор до болтика, чтобы показать внутренности, рассказал о совместимости запчастей, а потом установил его на раму кроссового мотоцикла и протестировал во всех возможных режимах. Именно такой мотор и стоит у меня на черном байке в расширенной комплектации. Только после замечаний Штольца о нехорошо расположенном вентиляционном отверстии производитель быстро отреагировал и уже перенес этот патрубок в другое место. На моем черном байке также установлена вилка DNM200S с накачкой воздуха, регулировкой преднагрузки и отскока. Честно говоря, я рекомендую к покупке именно ее. При заказе байка можно и задний амортизатор заменить на DNM MK-AR. Ну а теперь я думаю, что стоит показать байки в действии. Для начала я выполню самый популярный запрос – показать Rush 4 рядом с Сюрон X, чтобы понять масштабы. На первый взгляд байки кажутся почти одинаковыми по размеру. Но в глаза бросается более длинная база Rush 4, а также более массивное заднее колесо на байке Denzel. Хотя на Сюроне и спереди и сзади стоят 19-дюймовые колеса. Это то, что я говорил о размере профиля самой резины. Высота седла Сюрона 80 против 85, а клиренс 30 против 35 см. Вторая, самая популярная просьба – сравнить динамику разгона и максимальную скорость этих байков. И какими бы ни получились результаты, я хочу сразу сказать, что Сюрон X – это замечательный легкий байк для трейла, который позволяет прыгать дропы даже новичкам. И эти байки не являются прямыми конкурентами. У них разное назначение и разные весовые категории. А поклонникам Сюрон X я оставлю ссылочку под видео на проверенного дилера, который по промокоду Multigreen обещал делать скидки и бонусы. Ребят, в общем, сейчас снимем заезд зеленого байка с Сюроном. Движение бешеное. Надеюсь, что что-нибудь получится. Раз, два, три. Давай! Старт у Сюрона вышел плохим. Позже Александр жаловался, что байк встает на заднее колесо на старте из-за короткой базы и малого веса, а его максималка натягивает 58-й звезде всего 60 км в час. На Rush 4 она достигается примерно за 5 секунд. Спидометр показал максималку 98 км в час. Но я думаю, что мог ошибиться с параметрами редукции в настройках контроллера, и реальная скорость порядка 90 км в час. Я не знаю, что-то Сюрон у нас на тяговой звезде, он должен был хотя бы со старта вперед вырваться. По максималке понятно, что он проигрывает. Вот. Но, видимо, мощность все равно дает знать свое, потому что здесь у меня 9 киловатт, у Сюрона в пике 5,4 киловатта. Но я даже не знаю, с черным мы, конечно, ради интереса поставим, но тот вообще пуля просто по сравнению даже с зеленым с этим. Смысла нет. Саня, давай подумай, что подставной, потому что я, честно говоря, сам удивлен. Давай вот сейчас еще раз просто чуть-чуть на стоянке стартанем и посмотрим, потому что мне не верится, что Сюрон с места не вырывает на тяговой звезде. Второй старт Сюрон тоже проигрывает. Кадры с камеры 360 не передают реальной скорости, и может казаться, что Саша поддается. Но это не так. На третьем старте Саня собрался, а я наоборот прозевал, но Rush не отпускает Сурика даже на 2 метра вперед. На полсекунды положу тебя стартану, давай. Мне прям интересно, давай. Раз. В
четвертом старте я решил дать Сане секундную фору, и на такой короткой дистанции мне не хватило расстояния, чтобы его догнать, но это уже зачет можно не пускать. Друзья, сегодня уже не в первый раз мне помогает со съемками друг Александр. Он приехал на Сюроне, и опять мы нещадно над ним издеваемся. Во-первых, Саше пришлось ехать с Машука вот оттуда через гору ко мне, потому что я сейчас живу за городом. Посмотрите, Саша испачкал свой Сюрон, очень жестко испачкал свою спину. Вот, но суть не в этом. В общем, Александр продает свой Сюрон. Ездит он, как вы заметили, как старичок на нем. Я его помою. Ты его помоешь? Ну, в общем, он его помоет, да, пообещал. Не, на самом деле Саша молодец. Следит за техникой очень круто. И Сюрон реально почти в идеальном состоянии. Почти новый. Я оставлю ссылочку на Сашу. Если Сюрон еще не продастся на момент просмотра видео, значит ссылочка на Сашу будет. Если нет, значит будет написано «продано», и не беспокойте его. В общем, сейчас, ребят, попробуем устроить заезд черного с коробкой передач 15 киловатт в пике против зеленого, который вы видели, идет почти наравне с Сюроном, но потом отрывается. Я думаю, черный порвет его зверски, я надеюсь. Раз, два, три. Старт на второй передаче, как и ожидал, Rush с КПП моментально уезжает вперед. Заезд приходится проводить на автомагистрали с движением потока 110 км в час, но правая полоса обычно используется для съезда и почти всегда пустая. По ней мы и движемся. Спустя некоторое время Саша привык к зеленому байку и попросил повторить заезд, но результат остался закономерным. Как вы знаете, я живу в Пятигорске, и в окрестностях очень много красивых, труднодоступных мест и горных рельефов, поэтому я считал необходимостью лично себе заказывать байк с КПП, так как люблю поездки по пересеченке и лайт-эндуро. Штатная резина для этого не лучший выбор, но на момент заказа других вариантов не было. А сейчас я уже заказал зубастую резину и жду посылку. Помимо этого, я всегда считал КПП для электробайков нашей местности необходимостью, дабы не перегревать мотор в затяжных уклонах. Угол горки нормальный такой. А буквально неделю назад Denso представил новую двухскоростную планетарную коробку передач для своих асинхронных двигателей. К слову, сразу стоит сказать, что никакого отношения к Дуинову эти двигатели не имеют. Там классическая обмотка, только более эффективная, квадратного сечения, а никакая не славянка. Но сам Denso рекомендует к покупке байки именно на асинхронных двигателях без магнитов, которые, с его слов, имеют хорошую эффективность, но при этом не имеют магнитных залипаний, то есть имеют свободный накат и не боятся нагрева выше 80 градусов, в отличие от магнитных двигателей. А говоря о свободном накате, хочется отметить, что он есть не только на асинхронном двигателе. А на двигателе с коробкой передач есть нейтральная передача и традиционное сцепление, как на всех ДВС двигателях. И для свободного наката достаточно воспользоваться одним из них. К слову, сцепление также может быть более привычной для тех, кто пересел с ДВС и предпочитает дозировать тягу и ловить зацеп с его помощью. А также оно позволяет совершать динамичные рывки для преодоления препятствий на раскрученном двигателе. Этот старт, кстати, был с первой передачи без сцепления. Крутящий момент на колесе просто сумасшедший и достигает 800 ньютон на метр. А звук, на мой взгляд, просто потрясающий, как будто из фантастического фильма. Давайте еще раз, но теперь старт со второй передачи и тоже без сцепления. Что касается расхода энергии, то на скорости 40 км в час на байке с двигателем с прямой передачей потребление составляет 12 ампер, порядка 950 Вт. На байке с КПП на тех же 40 км в час потребление порядка 15-16 ампер.
Это 1200-1300 Вт на третьей передаче. На других передачах мы пока не замеряли. Если нужно, пишите в комментариях, сделаем отдельное видео с замерами расхода и расчетами дальности пробега на каждом из моторов и на разных скоростях. На мой взгляд, Denzel сделал электробайк Rush 4, который доступен по цене, но за счет широкого выбора комплектаций может быть идеальным вариантом как для мотопроката, так и для ежедневных поездок на работу или даже Light Enduro. И чем больше у вас будет интереса к этим байкам, тем активнее проект будет развиваться. Если вам достаточно информации и вы уже хотите заказать подобный электробайк, то контакты дилеров в описании под видео. Купить его напрямую у производителя у вас не получится, но цена у дилеров не отличается от цены на официальном сайте компании, к которой нужно прибавить только стоимость доставки в Россию. Но если у вас остались вопросы, то следующее видео мы с удовольствием снимем в формате ответа на вопросы, которые вы оставите под этим роликом. Не забываем, что ваши лайки и комментарии продвигают видео в рекомендации и придают смысл нашей работе. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делайте репосты и увидите, как наш канал благодаря вам развивается. И развивается вместе с ним сфера электротранспорта. Всем добра и зеленой энергии! Ребят, вы спрашиваете, почему так долго обзор выходит? У нас 4-й выезд, 4-я попытка что-то снять, и посмотрите. Ну вы понимаете, да, зимой даже в хорошую погоду что-то снять. Я просто устал, у меня каждый вечер, это я возвращаюсь домой, ради 10-30 секунд съемок на ролик, у меня потом, наверное, час мытья мотоциклов.